Здравствуйте! Здесь вы можете получить очищение от того негатива, который вы на себе чувствуете. Теперь в наше время практически все чувствуют на себе какой-то негатив, который мог прийти от внешнего пространства. И это связано с тем, что Земля переходит в другое измерение, и негатива в мире очень-очень много. Все, что раньше было тайным, теперь становится явным. Здесь карты Ленорман, и на дне колоды была карта звезды. И я хочу сказать, что ваши звезды, ваш куратор звездный, ангелы, сам Творец защищает от негатива. Я сейчас проведу диагностику вас, а также мы проведем с вами очищение. Это будет магическое старинное очищение. Старинные слова, но контекст сегодняшнего дня, не сомневайтесь. То, что вам именно нужно для очищения сегодня. Итак, есть ли на вас какой-то негатив? Я сделаю на выбор. И вообще в нумерологии есть только 3 номера. 1, 2 и 3. Все другие номера — это производные от этих 3. Вообще номеров 9. И 3 самых основные. Поэтому будет 1, 2 и 3. Выберите или сферу деятельности, своей деятельности, своей жизни, личной жизни. Личная жизнь — это не только любовь, это не только семья, это все, что вас лично касается. И здесь мы посмотрим, есть ли на какой-то сфере вашей, которую вы загадали, негатив. Если есть, мы его выявим и сделаем очищение тут же, в этом видео. Итак, 1, 2 и 3. Выбирайте. Выбирайте сферу, или же 1, или 2, или 3 карты. В общем, в любом случае, то, что вы выберете, то и будет правильно. Итак, первая карта — это клевер. Эта карта говорит, что в принципе сейчас Вселенная говорит, у вас может быть прорыв. Вы можете сейчас найти свое счастье, если пожелаете, что-то будете для этого делать, да? Медведь, вы можете найти или же любовь, или стать каким-то ведущим человеком на предприятии, начальником, власть получить. Вы можете именно сейчас получить богатырское здоровье, это правильное питание, правильный уход за собой, правильный режим дня. Ну, такие вещи, которые никто не хочет слушать, но с них все начинается. Потому что клевер это и есть, что каждый день вы делаете правильные выводы. И медведь — это то, что вы входите сейчас в свою силу. Вы сейчас именно входите в свою силу. И сейчас вот эта карта вместе с 2 другими, она может означать хранителей рода по материнской отцовской линии. Эта карта может означать ваших предков, потому что это карта гроб. И она говорит, все, кто сейчас ушли в мир иной, они молятся за вас, вас любят и поддерживают во всем, и охраняют вас от бед. Это один вариант. Но у некоторых может проиграться гроб, это, конечно, как негатив других людей, которые вам навязали что-то, запугали вас. И, конечно, карта гроб вместе с картой коса, это кто-то, кто действительно делает какие-то магические вещи, неприличные, нехорошие. Это может быть приворот, это может быть грязь каких-то ритуалов грязных, где маги, которые, в кавычках маги, скрывают свое лицо, запугивают, требуют денег за свои ритуалы. То есть вас используют всеми возможными и невозможными способами. Те, кто продают вам ненужные вам семинары на изобилие или же исполнение желаний, и которые говорят, что научат и вас алгоритму их успеха. То есть, это как сатана, который на самом деле себе успех дает, да. А такая магия, она безоплатная, которая в церкви. Там в церкви вас за глотку не берут, дай денег, да. И Христос говорил просто, дорога узкая, дорога своя, и будет изобилие, и будет успех, иди по своей дороге. То есть успеху от других научиться нельзя. Здесь коса и гроб может очень четко говорить о том, что там какая-то
кто-то там у нас сейчас, Бузова или еще кто-то продает вам семинар, у вас нет на это денег, не волнуйтесь, вам не нужен этот семинар. Не нужен. Не бойтесь того, что у вас чего-то нет, что есть у них. У них есть много неприятностей. И карта Гроб и Коса говорит, сейчас очень многие люди выдают себя не за то, чем являются. Там в Инстаграм всякие фильтры, они не так выглядят, у них не такие счастливые улыбки. И мы знаем те комедианты, которые заставляли вас смеяться, типа иронизировать, они плохо кончили. Так что здесь те, кто вам мешают, кто вам желает зла, они, конечно, получают обратку. Здесь видно коса и гроб. Они поплатятся за свой грех, что запугивают вас, хотят ваших денег и так далее. Но сейчас мы сделаем ритуал, чтобы вы вернули к себе свою силу и защитились от этих колдунов. Это первый расклад был. И он вот это выявил. Смотрим второй расклад. Карта ребенок. Она может говорить что-то новое, узнаете сейчас о себе. Или что-то касается вашей семьи. Развилка. Развилка вместе с ребенком — это какие-то маленькие, новые, кажутся на первый взгляд незначительные дороги, из которых состоит значительная жизнь, значительное счастье. У многих из вас такие дороги либо открываются, либо закрываются. Развилка или открывает, или закрывает дороги. Все зависит от того, какая карта рядом, да? Карта гора — это карта препятствий. Развилка рядом с картой горой — это, конечно, закрытие дорог. Кто-то сейчас в вашем пространстве, это может быть на работе, по месту жительства, в семье, кто-то перекрывает вам кислород тем, что обижает вас, оскорбляет, огрызается постоянно скандалит с вами, грубо с вами обращается. Потому что гора — это грубое обращение. Кто-то перекрывает вам дорогу вообще полностью. Понимаете? Не обращайте внимания, это звонок какой-то идет, но я буду продолжать делать видео. Будем продолжать делать видео, да, мои дорогие? Итак, кольцо. Кто-то перекрыл дорогу на счастливую личную жизнь. Перекрыл дорогу, поставил гору, препятствия, это третьи лица так называемые, или обстоятельства. Обстоятельства часто связаны с политическими, экономическими, кризисом и так далее. Плохая работа, не хватает денег, инфляция, карьеризм, чужая выгода, чужая манипуляция, вот такая вся грязь. Ну а в личной жизни это часто семья человека, который вас любит, который против вас. По какой причине, непонятно, он или она вас выбрали. Ну или в вашей личной семье, очень часто такое бывает. Это спор между братьями и сестрами, негативная энергия. То есть гора — это негативная энергия. Но кольцо — это чаще всего домашнее, от которых нужно защищаться, к сожалению. И это карта здоровья. Вы, может быть, себя чувствуете сейчас не очень хорошо. Нужно очистить, нужно усилить ваш иммунитет. И этот расклад вам поможет, потому что я сделаю очищение. Смотрим, дорогие мои, третью позицию. И это карта личности. Это башня. Это ваша личность или ваша работа. Это может быть, вы чувствуете себя одинокой в паре, в доме или на работе, у вас плохие дела, то есть вас или обижают, или несправедливо с вами поступили на работе. То есть сейчас вам тяжело. Может быть, в доме. Вот это одиночество в доме. Может, вы живете с кем-то, но друг друга не понимаете. Вообще разошлись ваши пути дорожки. Вы стали другой, он или она стали другими. Это, знаете, негатив в доме, когда дом не защищает вас, когда вы чувствуете, что вы ослаблены по всем параметрам. Вот такое может быть. Еще один дом, но это, конечно, карта силы, место силы, да, 2 дома. Потому что в этой колоде 2 колоды Ленорман, 2 дома, всех карт по 2.
Это дважды в доме вы чувствуете одиночество. Вас никто не понимает, вас унижают и вами пользуются, спекулируют положением своим. Это дом, может быть, требует ремонта чисто материально, или у вас нет денег на новую мебель, и все обветшало, все такое, что требует замены, и у вас нет денег на это, может быть. Или же вы просто одиноки в отношениях. У некоторых вроде в отношениях, но токсичные отношения, кармические какие-то узлы. Либо у вас нет отношений, такое может быть. Это карта перемен, карта корабль. И здесь вам нужен свежий ветер, проветрить ваше помещение, но чисто метафорически. Это значит по-новому взглянуть на свою ситуацию. Такой ветер, свежий морской ветер корабля, перемены. И ключ от вашего дома, на самом деле от всего хорошего у вас в кармане. Но каким-то образом вы его не можете найти. Видите, ключ от дома есть. Это ключ от благополучия, от счастливой личной жизни. У вас есть этот ключ, но мы его сейчас будем искать. Мы его будем очищать. Дом, ключ, вашу личную жизнь, вашу профессиональную деятельность, ваше здоровье. Итак, сейчас я настраиваюсь на очищение. Сейчас в этих рамках опустите плечи. Послушайте свое дыхание, не меняйте его, потому что дыхание изменить нельзя. Его можно изменить только на секунду, оно потом вернется к тому, как вы себя ощущаете. Дыхание передает четко ваши ощущения. Просто скажите: я дышу вот так, и все. И опустите плечи, слушайте мой голос. Первый расклад, вот эти две негативные карты, гроб и коса. Это негативное влияние других людей. И я сейчас срываю с вас, скажите свое имя, это ваша лучшая мантра. Я сейчас срываю с вас всякую чернуху, всякую грязнуху, всякую худуху, весь негатив. Пусть стечет с вас водой, воском, ветром развеется. Все, что вам мешало, вся чернота уйдет в соль земли. Пусть сползет с вас, с вашего тела, все, что вам мешало, чужое влияние, со стройного вашего тела, с головы, с ног, с рук, живота. Все, что вас связывало, я, это высшие силы через меня говорят, развязываю. Все, что негативные люди вам желали, пойдет к ним назад. Они вам ничего не должны, и вы им ничего не должны. Потому что они могут дать только плохое. Нужно ритуально сказать, что они вам ничего не должны. А к вам вернется счастье, благополучие, деньги, достаток, любовь. Да будет так во веки вечные. Аминь. Сейчас почувствуйте себя опять в пространстве. Первое очищение сделано. Благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня слышит, от любого негатива, порчи с глаза и даже родового кармического проклятия. Делаем очищение по второму раскладу. И здесь 3 карты: развилка, дерево и гора. К вам вернется здоровье, восстановятся силы, откроются дороги, которые были закрыты другими людьми или обстоятельствами. Я срываю с вас, скажите свое имя, всякую чернуху, всякую грязнуху, всякую худуху. Пусть стечет с вас любой негатив обстоятельств или других людей. Пусть уйдет любая чернота в соль земли и навеки растворится. Пусть сползет из вас любой сглаз или любое негативное влияние. С вашего стройного тела уйдет негатив, с головы, с ног, с рук, живота. То, что связало, пусть развяжется. Я при помощи высших сил развязываю, убираю любые подключки, привязки, колодцы, джиннов, подселенцев, ляров, сущностей.
Все, что другие негативные люди желали вам, пусть вернется им, и пусть вы будете счастливы. Вы им ничего не должны, и они вам ничего не должны. Да будет так. Аминь. Благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, порчи с глаза и даже родового кармического негатива и проклятия. Это вы очистились полностью. Итак, по третьему раскладу у нас здесь вот что было. У нас была разрушенная личная жизнь, разрушенный дом, и это мы будем очищать. Я срываю с вас, скажите свое имя, всякую чернуху, всякую грязнуху, всякую худуху. Пусть течет с вас любой негатив, навязанный вам или вашему дому, или вашим родным, другими людьми или обстоятельствами. Пусть сползет любая чернуха и уйдет в соль земли. Пусть растворится там. Пусть течет любая грязь, вплоть до родового кармического проклятия. С головы, со стройного тела, с ног, с рук, живота. Все, что связывало, высшие силы развязывают. Отрывают подключки, колодцы, присоски, ляров, сущности, подселенцев, джиннов и даже самого духа зла. Все развязано. Архангел Рафаил исцеляет, защищает. Исцеляется ваша аура, восстанавливается сила, восстанавливается финансовый поток и восстанавливается счастливая, личная и благополучная жизнь. Да будет так во веки вечные. Аминь. А я благодарю Творца, высшие силы, за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, порчи с глаза и даже родового кармического проклятия. Вы очищены. У вас все будет замечательно. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Сейчас вернитесь в пространство, в котором вы есть. Послушайте свое дыхание и оцените его. А также напишите в комментариях, как изменилось ваше дыхание. Я больше чем уверена, что у большинства людей дыхание нормализировалось, а нормальное дыхание – это здоровый иммунитет. И это восстановление сил. И нормальное, спокойное дыхание, глубокое – это значит, что негатива на вас сейчас абсолютно никакого нет. Пользуйтесь этим видео по надобности, но только из моего YouTube-канала, пожалуйста, потому что это моя авторская работа вам на помощь, но из моего канала. Уважайте, пожалуйста, монетизацию для нормализации энергии. Я взяла этот дар от Всевышнего безоплатно и с вами делюсь безоплатно. Вы не должны ни за что платить. Я никогда не предложу вам ничего за деньги. Желаю вам счастья. Кстати, скачивать мои видео нельзя, они теряют целебное свойство. Видео остаются целебными по повиновению и по прикосновению высших сил только на моем канале, потому что авторская работа. Благодарю за понимание. Желаю вам счастья и до новых встреч.